не Cayenne, а Kia. У них все одинаковое с Сонатой. Эта машина сделана в Узбекистане. Круиз не адаптивный, да, как в Volkswagen. У нас нет такого бензина, мы не привыкли, машина корейская. Когда ты на таких тачках ездишь, ты тоже можешь по вечерам себя ощущать массажки. Сегодня К5 смотрели. Что поэкономичнее? К5. Но она поэкологичнее и по... Пиздец, какая экономичная. 10 литров, что? Едет, блин, электромобилист. Расскажи, почему Kia K5? И вообще, что это за машина? Когда вышла еще до рестайловая К5 21 года, еще с другим, не Cayenne, а Kia. Да. Что это за такой новый автомобиль? Cayenne, ёпта. Вот, тогда маме она очень понравилась. Вот. Потом мы купили Volkswagen ID4, о котором вы увидите в прошлом обзоре. Volkswagen зашибись машина, я все равно считаю ее лучше, чем эту. И думали то, что мама будет ездить на этом Volkswagen, а отец будет ездить на Captiva. Но буквально неделю спустя этого мастер, который смотрит наш Каптос, сказал: ребята, продавайте его, потому что он стуканет скоро. Вот, и нужно делать капиталку. Капиталка на Каптосе, блять, это цена Nexi или Spark, да, 5-6 тысяч мотор. Стоит сделать так, как надо его сделать. И мы решили совсем внезапно продавать Каптос. Мы продали его. Ну и, соответственно, нужно было папе на чем-то ездить. А поскольку у папы пробеги больше, мы пришли к решению, потому что у меня отец, который ездит там по 50-60 километров в день, будет ездить на электричке. Ну, а мама сказала: ну тогда, раз еще одну машину нужно покупать, будем покупать то, что я хочу. А у меня мама просто фанатеет от К5, от ее внешности. Маме то, что там у нее 5 режимов вождения, спорт и не спорт, и это все маме пофигу. Маме ее рожа нравится, поэтому и взяли. Вообще, абсолютно серьезно были нацелены взять комплектацию комфорт. А это комплектация люкс. Да. А в чем разница? Старт-стоп, климат сенсорный, что еще? Поворотник, пожалуйста. Ты не на бэхе, извини меня. Ну вот тут режимы вождения, видишь, комфорт, спорт, кастом, смарт, то, что это есть, эко. Потом отдельно проходку сделаю, ты покажешь вот. режимы. Сейчас я пока чисто тебя снимаю. Расскажи, сколько владеете уже этой машиной? Владеем мы 2 недели. И вот, что за 2 недели? На щитке 584 километра пробега. То есть с завода 29 было с завода. Километров и чуть-чуть бензина, да? Нет, бензин полный бак нам залили. Ага, в подарок. Да. Хорошо. Что за эти 2 недели заметил крутого? Она очень экономичная. За эти 2 недели у нее вот, заметил? у меня сейчас, я катаюсь на эко. На щитке, когда эко ставишь, сразу всплывает окно, именно экономайзер. И за все это время средний расход не превышал 9,5 литров, а сейчас он 9. То есть, и то, это когда новая машина, она всегда жрет больше, чем после того, как она прокатится 5 тысяч. Она очень экономичная. Вот, при том, что тут мотор 2 литра. Турбо или Атма? Атма. Какой рекомендуется бензин заливать? Вообще, в книжке написан 87+. То есть у нас нет такого бензина, мы не привыкли, машина корейская, да. Поэтому на бензин она намного менее прихотливая, чем Малибуха. Вот. Но я все равно заливаю свой только 95-й. Планируешь ли пропан ставить? Нет. Хотя в Корее они выходят с завода на пропане, и моторы Kia, и вообще корейцы очень хорошо
дружат с пропаном. В Корее любят пропан, я это знаю. И когда в Казани я катался на Kia Rio, он очень дружил с пропаном. И прям было кайфно ездить. Тем более у пропана октановое число, если кто не знает, АИ-100. То есть, поэтому это не метан, который сушит мотор и который не дает тягу. На пропане тянет она вообще прекрасно. У меня лобаш тонирован, а они ничего не говорят. Да, мы только что мимо гайцов проехали. Да ладно. Я пошел делать тонировку, чехлы и коврики на 3-й день, как мы вытащили эту машину с салона. На 3-й. Я отдал только за тонировку $450, потому что она круговая, пленка дорогая, которая гаишники ничего не могут сказать, можно без разрешения кататься. И, блядь, вот договорился, сейчас поедем. Они обещали бесплатно все это устранить. Бипуль. Какие косяки или минусы не заметил, чего бы хотелось увидеть? Честно, пока я не нашел то, к чему могу придраться. Даже в Volkswagen за 50 плюс К там было то, что стеклоподъемников не хватает. Но здесь это другого. Я не знаю, к чему придраться. Все, что ты ожидаешь от этой машины, все есть. Да, она не едет там 6 секунд до сотни. Сколько у нее паспортный заявлен до сотни? 9,5. Ну, еще 585 пробег. Нельзя же тапочку топить, говорят. Не знаю, не хочу. Ну, на спорте до 5000 раскручивал мотор, а так на разгон еще не замерял. Все, что ты ожидаешь от этой машины, здесь есть. Ну, круиз не адаптивный, да, как в Volkswagen. Но он есть. Когда мы брали, мы реально думали взять комплектацию комфорт. Мы брали машину, ну, у нас есть машина, да, на которой можно повыебываться. Нам не нужна была какая-то там понторезка или что, нам нужно было просто комфортное средство передвижения, да. Ну, тем более, они даже в базе все равно всем там требованиям комфорта отвечают. Там кондер, климат, то есть все есть, уже нормально, автомат, коробка уже нормально. Но прямо. На первую позицию комплектацию комфорт очередь до... нет, их вообще нету, вот. Комфортов вообще нету. Во всех промо-материалах, во всех автосалонах, распечатках тебе говорят то, что Kia K5 можно купить, начиная от 31,5 тысяч долларов. Там 330 лямов с чем-то, 340. Но это наеб, потому что первых комплектаций их просто сняли с производства. Почему говорю с производства, а не с импорта? Формально эта машина сделана в Узбекистане. Самое прикольное, то, что у нее на шильдиках написано Made in Korea, а сверху наклейка Made in Jizza. Ну, это просто они обходят растаможку. Да, они обходят растаможку. Только по этой причине они могут ей дать конкуренцию. Иначе бы она бы стоила бы 50к с учетом нашей растаможки. Но она здесь не таможится, это хорошо. Что можешь сказать про комплектациям выше? Так, первых комплектаций просто нет. Их сняли с производства. Что входит в первую комплектацию, самые низкие? Ну, блядь, я не знаю. Она в любом случае в самой низкой комплектации у тебя будет нормальный мафон с Apple CarPlay, со всем прочим. У тебя будет климат-контроль, а не кондер. Крутилок тут никаких нету даже в базе. Будут тканевые сиденья, а не кожа. Не будет электрорегулировок сидений. Не будет задних зарядок. Не будет задних дефлекторов, не знаю, может есть, может нет, не помню. Не будет автодворников, не будет автосвета. Хорошо, вопрос. Я в комфорте на Яндексе смогу на ней? Ну, в бизнесе можешь ездить, даже на базе. Ты поворот провалил, ну ладно. Да, похер, катаемся же. Так, хорошо. Что по комплектации люкс еще скажешь? Эта комплектация люкс, она по оборудованию, у нее кожа-рожа, да, то есть обивка очень красивая, торпедок, то есть в базе там пластик. Старт-стоп есть, да, в базе нету. Автохолд есть? Автохолд есть, это прям вещь, потому что у нас город становится с пробками. Это раньше было вообще похеру, есть автохолд, нет, а сейчас это важно. Нет, это очень важно. Это очень удобно, это кайф, да. Вот так ты остановился, вот у тебя загорается зеленая лампочка, и ты отпускаешь и стоишь. И не надо на Н или на П ставить.
Вот, что еще? Ну, здесь камера. Вот так можно ее включать, постоянно смотреть. Парктроники в круг. То есть передние тоже. Что еще? Ух, блядь, Мустанг электрический. Да, Прямо 1 километр. Есть все-таки люди в городе круче тебя, поверь. Дальше. Вот. От максималки, которая GT Line, она отличается тем, что у нее нет турбины, у нее нет панорамы, Ну, знаешь... и у нее приборка полуцифровая. Здесь очень умный экран. Вот он мне сейчас там, он здесь и музыку сюда тоже выводит, и выводит то, что фары автоматически включены. То есть всю информацию он сюда выводит, но по красоте, конечно, да, в GT Line вот это все, тут 12 дюймов эта приборка. Монитор. Да. Ага. Вот. Но с виртуальными приборками я уже в Сколько Volkswagen не надо наездился. заплатить будет? Вот сколько вы за нее заплатили? 38 тысяч. 38 тысяч долларов. Да. Сколько нужно доплатить за 7. GT Line? То есть 45 она стоит. тысяч, Да. и у тебя будет кожа рожи и также Ну и здесь тоже монитор, кожа. 12 дюймов. Монитор, кстати, в GT Line вот это все, как в 222-м, вот это Сплошной, сплошной, и сюда он переходит, да, то есть вот так, за это, да. Кстати, ну я уже подписался на все сообщества Kia K5-водов Ташкента, есть заебись один магазин, кстати, советую Kia K5 UZB, там красная Kia K5 такая на аватарке. Они, короче, предлагают, ну, у нас же Узбекистан, у нас же все коптивы рожи переодевают и все такое. Они предлагают за $700 поменять рожу на GT Line. Ну вот, еще внешне, да, GT Line тоже отличается. У нее другой бампер, спойлеры, сплиттеры и оптика другая. $700. Они за $700 предлагают тебе поменять рожу с K5 обычной на K5 GT Line. И 1500 стоит поменять вот это и вот это. И еще $1000 стоит панорама. А прошивками они занимаются? Прошивками, ну, наверное, занимаются, не знаю. Не интересовался. Вот. Ну, еще в базе нет вот этих драйв-модов. Здесь, когда ты платишь за люкс, вот здесь 5 этих режимов вождения всяких. Ну, на них мы уже попозже отдельно поговорим. Ну, в GT Line еще есть обдув сидений. Здесь пока только подогрев. А вот я не понимаю эту узбекскую манеру. Я вот сейчас чуть-чуть поверну. Там, может видно, может не видно будет. Зачем кожаные сиденья накидками оплетать, так сказать? Ну, блядь. Я понимаю, что в чехле ощущения не те. Но... Ты пропустил поворот, опять же. Тебе Нет, надо было в карман я ехать и Поверните выезжать. налево. Я еще выверну. Не-не-не, ты езжай лучше дальше до уже не разворота. выверну, да. Ты езжай до разворота. А тут тоже время показывает. Катаемся же, что? Кайфуем, Катаемся, у нас общаемся. время ограничено. 2 часа 45, потом машину в аренду сдавать опять. Ты что, давай, ёпта, быстрее. Крути бараночку. Блин, ну опять ты провафлил. Тебе надо Почему? было опять Нет, в он карман прямо разворот. говорит, навигатор. Ой, мы сейчас через старый город поедем. Ой, господи. Ладно, водила, ёпта. Через 300 метров держитесь Ну этот, левее километраж, на улицу 600 Самарканд километров Морозов. в сутки уже превысили, понимаешь? Ладно. Вообще, если бы сейчас здесь был Андроник, он бы, знаешь, что сказал? Я сейчас постараюсь спародировать. Чё, сука? Электромобилей мало? Вы решили еще и бензиновую взять? Чё ты, блядь, экологию свою не спасаешь? Отвечай на этот вопрос. Прямо 3 километра. Здесь стандарт экологии Евро-6. Здесь очень дорогой катализатор. И если ее еще, кстати, и на пропан перевести, она вообще не будет вредить экологии. А так здесь все фильтруется, то есть она очень экологичная. Кстати, К5 с 23-го года в Корее выпускаются гибридные версии. И она чисто на электрическом моторе может там 80 километров кататься. В принципе, этого тоже достаточно, да? Ты днем потом каждый день на зарядку ставишь и все. С какого года? С 23-го. 23-го? А вы не хотели чуть-чуть подождать, заказать с Кореи Ну, и беспошлиной сюда? Да, не мы об этом, знаешь, это как бы странно не звучало, мы об этом узнали на следующий день после того, как купили эту машину. Эх. Вот. Блин, обидно отчасти. Ну, Да, что потому что делать? гибрид К5 это вообще тема. Гибриды быстрее, резвее, экономичнее, дешевле в Мгм. обслуживании. То есть, Так, знаешь, у тебя 9 сейчас расход на 95-м бензине. да. Ага, планируешь ли потом чуть меньше заливать? Там 92-й хотя бы, 91-й. если Нет, ты его сейчас найдешь? разница
500 сумм между ними, в 1000 сумм за литр. Мне за весь бак разница будет там 60-70 тысяч. Зачем заливать 92? Ну, тут 500 сумм разница с литра. Что по мультимедии скажешь, по звучанию и так далее? Там? Акустика здесь очень хорошая, очень качественный звук. А, кстати, еще вот в GT-Line, то, за что ты доплачиваешь, там бурмистер стоит. Бурмистер? Это что за мистер такой? Блядь, ты что, серьезно не знаешь Я акустику не знаю. бурмистера? Серьезно. Мерседесовская тема. Да. Вот, спасибо, Азамат. Там, знаешь, вот такие тоже пищалки выдвигающиеся. То есть это чисто, ну, по то есть- музыке там это. это как в 222-м? Да. Ты старт-стоп нажимаешь? Да, и садишься, и они там... вот эта вот свистелка выезжает. Вот. Ну, еще там подсветочка по салону, это фиолетовая, атмосферная такая, ambient light. А здесь можно подсветочку сделать? Вот у этих Kia сообщества. Да, они делают подсветочку. Подсветочка вообще недорого стоит. Хорошо. Так, вопрос Азамату. Как тебе там Впереди сидится? камера на полосу. Нормально. Вот ты впервые в жизни в лакшери. Да, я впервые. Что ты можешь сказать? Ну, довольно удобно. Потолок, кажется, немножко низковат, конечно. В том же Матизе он был бы повыше. Вот смотри, я практически максимально вроде, да, выдвинул назад. Сейчас. Нет. Не, братан, ты мне на ноги уже Всё, заехал. я заехал, но смотри, даже за мной сидя. у тебя Ну, есть- спереди здесь очень много места. Ой, Здесь да, вот да, можно да. ноги вытянуть прям не сгибая в коленках. А, я как будто в массажке. Да. Чуть-чуть. Или как будто. Да, я братан, сел- когда ты на таких тачках ездишь, ты тоже можешь по вечерам себя ощущать массажки. Блин, ну сейчас только. Сколько 3 часа? Полвторого дня. Хочется пожрать, во-первых. Да, а не мне в тоже массаж. очень хочется пожрать. Блин, что по подвеске скажешь? Вот вы 2 недели катаетесь по нашим не самым лучшим дорогам, скорее всего. Что можешь сказать? Блин, да, наверное, не совру, она мягче Volkswagen. Да, честно, в ней и сиденье приятнее, чем в Volkswagen. То есть мне сидеть очень классно, очень комфортно. Я бы еще чуть-чуть опустил спинку, ну ладно. Ну, просто это разные машины. Они, во-первых, ни одного класса ни в ценовом диапазоне, ни в предназначении этих машин. Это вот машина, она идеально маме подходит, потому что как она вторая машина, потому что она проезжает 10-15 км в день туда-обратно, и все, там не принципиально, то есть она у тебя электрическая или бензиновая. Слышал отзыв от одного киевода на К5. То, что он на одном баке доехал до Самарканда и обратно. Вообще на изи, потому что у него за городом расход 6,5, а бак 70 литров. А вот ты прикинь, как на гибридах, там 3 литра может расход. Да. Как на Prius. Когда ее полный бак заливаешь, и если этот расходник, ну, счетчик расхода обнуляешь, когда поедешь, у нее запас хода, ну, на щитке 750 километров показывает. Ого. Да. Он не врет. Ну, это с учетом, если ты обнулишь, это вот по загородной трассе. Если она жрет 6 литров, ну вот считай, на 70 литров бак, сколько она проедет? Даже больше. Ну, он показывает 700 с чем-то километров. Ну, однозначно, вот у нас 3 машины в семье, и она экономичнее, чем Nexia моя, сука, которая 12 литров хавает. Ну, извини меня, Nexia 3 это вообще один из самых неудачных. Одна из самых неудачных моделей. Ты сам уже это понял по датчику расхода топлива, по тормозам. Нет, но скорее всего. нет, я обожаю свою Nexia. Она... Это моя машина, и я от нее кайфую. Но жопой ты в Volkswagen и в Kia K5, ты понимаешь? Да. Поэтому Не всегда приходится водить то, что ты хочешь. Ой, кто бы говорил, господи. И кому ты это говоришь, извини меня. Тут есть человек, который вообще ни на чем не ездит. Да. Вот. Мне кажется, тебе уже больше нечего рассказывать про это. Ну, блин, вопрос-ответ интереснее. Что про нее еще рассказать? Машина бизнес-класса. Чпокопригодность. Шпокопригодность выше, чем в Volkswagen. Выше в плане потолка или выше Нет, в плане того, что вот эти, когда ты передний полностью вперед отодвигаешь, сзади там вообще... Ну, знаешь, мне уже не понравилось, что мое пассажирское сиденье, оно на механических салазках, так сказать. Ну ездит. да, Нет здесь электропривода. здесь электро на водительском. А в GT-Line как такая же? Там, нет, там все на электре. Мгм. Но А в этих салазках есть один плюс. какой?
Если тебя сзади будет душить, ты видел в ТикТоке этот прикол? да, Если да, тебя да. сзади будет душить, ты вот так сделаешь и выживешься. И потом, та же чпокопригодность, когда тебе будет не втерпешь. Да, ты не будешь, Ты не будешь как кнопки долбоёб, нажимать, блядь, искать, 30 да. секунд сидеть такой, вот такой звук еще будет уходить. Сейчас, подожди, дорогая, да я спинку Хотя здесь они отодвину, быстрые. Не, медленно, братуха, медленно. Мне знаешь, что недавно написали? Я под видосом Михеева и Павлова под Nexia 2 отписался насчет чпокой пригодности, потому что я уже проверял ее один раз. Или не один, точно не помню. Короче, мне говорят, да ты пока сиденье отодвинешь, ты охренеешь, она остынет и так далее. Я такой, как? Что, блин, они механические, ребята. Ну, Они думают, что Nexia 2 на электроприводе? Или как у старой Волги, там крутилка вот эта. А, да. Вот ты ручкой долбишь, блядь. На 21 году. Не знаю, меня обосрали. Вон! Вспомнили? ГАЗ-21. Вон вам ГАЗ-21. Это Во. матрица, блядь. Это просто я Нео, я заказал ее, понимаешь, и все. Блин, она в хорошем состоянии. Бля, она в таком состоянии дороже Nexia стоит, знаешь? Да. И почти как твои Два Kia раза. K5. Ну нет, уж ты загнул 10-11 тысяч она стоит. В таком состоянии. Давай, сбей деда, пожалуйста. О, алкаш. Бежит веселый, радостный, у него ебальник, на него Kia K5 летит. Блять, ну я не знаю, обслуживание на нее сколько стоит. Вот ты мне говорил, что хоть... Ну здесь, да, здесь нет такого, что как в электричке, то, что тебе масло менять не надо, ничего, да, то есть вот у меня здесь вот, когда у тебя эти машины с ебаными щитками, да, умными, каждый раз, когда заводишь, она мне выдает напоминание, то, что вам на ТО через 1400 там с хуем километров. Ну это хорошо. Блять, нет, оказывается, не отсюда. Умная Она машина. правильно говорила. Вот. Зато вот тут Здесь машина, тупик. машина дороже, чем дом, блядь, стоит здесь. Не, ты подожди. Блядь. Давай чуть дальше пройдем. Вон хороший заезд, развернуться Да, можно. мне здесь тоже можно. Но знаешь, кстати, еще что? Volkswagen бы здесь бы без заезда бы развернулся, Да. потому что у него колеса ложатся У него практически. выворот очень хороший. Очень. Вот просто, знаешь, я не видел еще, не катался на таких машинах, чтобы с таким выворотом, как у Назвать Volkswagen. такую машину? Майбах, Нет, А Газель. Газель. Я ездил на Газели. На новой Газели. Я на старой Газели Вот ездил. на Nexте вроде там выворот. Вот, другой. поэтому уважаемые подписчики, вы не думайте, что я тут на одних айдишках и копятах подписчики, читаю. ты о чем вообще говоришь? Кто нас смотрит? То есть я рабочий класс, я водил Газель, Рабочий класс. я водил Яндекс Такси, я водил Матис на доставке в Казани. А теперь я работаю в каршеринге, так сказать, в аренде авто. Не, на самом деле я перегоняю их просто. Да, и мы сейчас быстренько просто сидим. С мойки перегоняешь, да? Все, вот видишь, коврики тут лежат. Кстати, в Рашке из Матиза в Додо Пицце сделали лимузин. Да, Ну, я кайф. видел. Ну это как Стрекали с семерки сделал, блядь, лимузин. То же самое, да? метров. Всё, вообще Поверните выключи её направо нахер. На улицу Увайси. Вайси. Как выйти А как отсюда? переводится улицу Вайси? Отсоси. Хорошо, хорошо. Сколько сюда стоит комплект баллонов зимних? Ты не узнавал? Ну, так же, плюс-минус, сколько? Так же. Что, 500 баксов? Сколько стоит комплект зимней резины на Volkswagen? Нет, но это если вот ты берешь оригинальную, у нее же разноширокие эти колеса. Вот здесь, оказывается, нам надо было повернуть. Ёпта. На Volkswagen 2500, а здесь 500. Офигеть, На Volkswagen 2500? 2500 комплект резины Электрический стоит. Volkswagen. Потому что там резина необычная. Ты можешь поставить обычную разноширокую, например, у X5 такие же колеса, оказывается, 21 диаметр, разноширокий, сзади шире, передний этот. Но там вопрос именно не именно в резине, потому что у электромобиля другой крутящий момент, она резко дергает, и поэтому у них резина даже другая, у электричек. Вот. Но мы уже узнали этот момент, мы уже поговорили с людьми, которые завозят ее, то есть нормально, можно не париться, мы нашли за 1290, да, и за 900 баксов Ну, можно это в взять. той деле. Не. Просто вместо там не Континенталь, а Мишлен, да, например, какой-нибудь, или вот что-нибудь такое. Тоже нормальная резина. Мы же
есть люди, кому это оправдано платить за такую резину, да, допустим, они там в гонках участвуют и все, а когда, да, она будет разгоняться не за 6,2, а за 6,5 до 100. Какая нахер разница, она любую Малибу сдернет с светофора и все. Ну да, 2 Сейчас секунды. бы еще на электромобилях гонки устраивать. Почему? Он гонял. Что, я гонялся, на светофоре. Когда я на Volkswagen, я вожу по-другому. Эту машину ты водишь по-другому. Тебе, во-первых, ты здесь сильно не выебываешься, потому что, бензинчик. потому что, во-первых, бензин дорогой, а во-вторых, она все равно не едет, как Volkswagen. Конечно, ты пересаживаешься с нее на нее с Nexia, когда пересаживаешься, она у тебя летает, а когда ты пересаживаешься на нее с Volkswagen, ты чувствуешь себя черепахой, Короче, реально черепахой. Это самолет, Volkswagen ID4 это космолет. Да, кстати, по звуку такой же. Да. Вообще вот, еще что по контрастам можешь сказать? Ты можно сказать, счастливый обладатель и электромобиля, и бензинового автомобиля. Я тебе так скажу, водить приятнее электричку, это честно. Угу. Но привычнее. Но привычнее это, то есть ты понимаешь, вот ты знаешь, что ожидать от машины, ты давишь тапочку в пол, ты знаешь, что она у тебя сначала разгонится там до 40 дернет, потом до 60 дернет, хотя здесь не сильно дергает, но это все равно ощущается. А в электричке у тебя просто разгон, он не прерывается ни на что, да, то есть он просто едет и все. Стой, ты говорил, что Volkswagen электричка у тебя заднеприводная, то Да. есть и комплект резины там, за штуку точно будет. Ну, То есть на нем не подрифтить еще, я что-то сейчас так и понял. не, на заднеприводном, в принципе, подрифтить-то можно, но это дорого, блядь. Расходов, да. Вот. Ну это зачем дрифтить? Я вообще не понимаю, как вот этот. Впереди камера на Да, возьми себе Жигу, сделай заварку и Да. езжай на парковку. Я не понял, тот чувак на Nexia по пригодности решил проверить. Лучше посигналим. Да, вылезай, пока тебя не вдули, ёпта, чувак. Быстрее. Так, ну вроде очень хорошо по месту. Ох, ну тут вот так немножечко неудобно. Да. Тут определенные позы надо использовать. Больше никак. Либо максимум отодвигать передние сиденья и уже развлекаться. Хотя потолок не такой высокий. То есть, в принципе, если я сяду, расслаблюсь, у меня тут где-то пару сантиметров. Если я в полный рост сяду, не откинусь. Если я откинусь, то тут еще остается место, но тут, короче, в позе наездницы не посидишь. Ну, это особенность лифтбека. Да. Так, а в остальном, ну не знаю, на дальники ездить вроде нормально. Так, старт-стоп, это нормально. Мультируль. На мультируле что ты можешь делать? Круиз-контроль, музыка, управление телефоном, Мгм. управление меню машины. Угу. Тоже, ну все, в принципе. А что еще там делать? Да, это для специально тиктокерских этих трендов. Даже 3 помещается. Нормально. Так, что у нас по режимам? Smart, Eco, Sport, Custom и Custom, да? И комфорт. Хорошо, 12-вольтная зарядка есть. От прикуривателя. 180 ватт. USB. Что по климат-контролю? Климат-контроль сенсорный. Двухзонный? Две зоны регулируемые и задняя третья. Угу. Трехзонный. Получается панель сенсорная. Да. Блять, маркается будет. Уже кто-то жирными пальцами заляпал. Еще Хорошо. там есть прикольная функция memory, которой нету даже в Volkswagen. Ты один раз выставляешь настройки, как тебе нравится, и Мгм. можешь запомнить их, и все. И он будет. Так, электросиденье, но только водительские. Зато заебись, там поясничная поддержка. Там Так. есть кругленький этот джойстик. Но оно у меня максимально выставлено вообще, Да. Спина кайф получается. Так, вот это что? Что это за сидушки? Это подогрев сидений, да? Или вентиляция сидений? Подогрев. А вентиляция? Вентиляция в максималке. Угу. Так, парктроник, автохолд, ручной тормоз электронный. Вот это что за заглушка? Там для камеры 360 кнопка. Угу. Так, получается еще в комплектации GT Line, да? Есть 360 камера, она все выводит на монитор. Да. Плюс еще в боковых зеркалах есть Тоже камеры, и когда ты включаешь поворотник, они выводятся. Да. То есть, ага. А слепые зоны здесь есть, датчик слепых зон? Нет. Плохо.
Так, а сос есть? Сос. Кстати, я удивился, но нет. Хотя в Kia, даже в Kia Rio есть. Но это требование российского законодательства. А у нас не требуется. Но в Volkswagen есть. Мгм. Так, 2 подстаканника, зона под телефон, беспроводной зарядки нет. Но в максималке есть. В да. GT Line есть. Так, хорошо, вот здесь тоже под телефон и очки. Так, бардачок. О, ничего себе! О, братуха, сними это. Там Санек, блядь. Вот это да. Вау. Да? Ну вот Нет? бардачок чисто, чтобы это и хранить. Не, ну бардачок хороший, большой. Может, без Охлаждаем. того с нами снимешь там. Да ладно. Дальше. Бардачок. Ну, А4 не положишь, уже минус. Плохо, плохо. Сколько подушек безопасности? 4. 4. 2 спереди и 2 шторки здесь для задних пассажиров. Ну, все-таки, да, реально. Не как Volkswagen 5 звезд по безопасности. Volkswagen получше в этом плане будет. Да. Он стоит как 1,5 эти машины. Мгм. Так, датчик света и дождя есть. Что здесь? Ну, там вот датчик дождя, там, по-моему, Мгм. датчик света, вон та круглая херня. Мгм. В максималке там тоже есть лидар для удержания в полосе и для этого, для адаптивного круиза. Круиз-контроль. А здесь он не адаптивный. просто круиз-контроль выставляешь и едешь. Да. Ну, кайфуешь по трассе, получается. Да. Так, а руль выдвигается по вылету? Да, конечно, ты чё? Так, вот. Стоп. На рычажке. О, ничего себе, ладно, я постараюсь вернуть. Вот так вроде было. Хорошо, ну блин, прикольно. Но обзор, конечно, ограничен. Ёкарный бабай. Кстати, у многих автоблогеров видел, типа, топ ненужных вещей, и как, например, это заднее лобовое для Kia K5, потому что оно Ой. настолько маленькое. Да, там вообще особо, вот оно вот в зеркале вот так вот, Да. маленькое, пипец. Хорошо. Ну, здесь понятно, свет включается, можно... Мгм. Не знаю, в носу можно и так поковыряться, а тут можно носик припудрить, губы подкрасить и так далее. Да, Ширин, я тебя вижу. Так, далее. Что тут еще есть? Ну, дверные карты маленькие тоже. Ручка и жабры, чтобы было легче хвататься, когда у тебя дверь открыта. Так, что еще? Какие приколюхи тут есть еще? Вот это я не понимаю, это заглушка. Вот, по-моему, подсос кнопка под российскую. Да, скорее всего. ГЛОНАСС. Ну, подсос, ГЛОНАСС. Подсос. Подсос, как в девятке, понимаешь? Только его вот здесь вытягивать. Так, ну, педаль газ-тормоз, предохранитель, капот. Попробуй открыть его. Может, дернуть просто? Приподними. На новых машинах мы просто не ездили. Так, газ-лифты есть. О, Донс! Что ты можешь по двигателю сказать? Давай, самое информативное. Двигатель 2 литра, атмосферник, 204 силы. Мгм. В принципе, все. Что еще? Что про него сказать? Двигатель двигает. Двигатель двигает машину, да, красиво сказано. В принципе, ничего нового, мы можем закрывать, мы ничего не поняли. Четырехцилиндровый... Антифриз красного цвета. Да, антифриз красного Дешёвый. цвета, это самое хорошее, все. Кстати. Это самое правильное, что мы поняли сегодня. Все, закрывай. Закрывай. Нет. Дубль 2. Ну, блин, замки, это джизахская сборка или какая узбекская сборка. В принципе, достойно сидится, красиво, комфортно. Сейчас весь мусор просто уберем. Так, климат-контроль и зарядки. По-моему, это 12 вольт, потому что язычки не похожи на Fast Charge. Даже, может, 5 вольт это. Так, хорошо, дальше. Это 12 вольт. Да? Точно? Обозначено. Не-не-не, 12 вольт это заглушка, ее открываешь, там прикуриватель 12 вольт. Так, подлокотник. Ну, знаешь, мне подлокотники в Эпике нравятся, которые на всю сидушку, и можно разложиться. Подручник даже, она не подлокотник. Так, 2 подстаканника, никаких больше приколов нет. Тут лючок для лыж, походу. Тут можно, походу, открыть и лыжи таскать. Так. Сейчас мы спросим еще у владельца кое-что. В жирной комплектации подлокотник что дает, кроме подстаканников? Ничего такой же.
говно. А что он должен давать? Не знаю, там какие-нибудь приколы. Голову помыл. Так. Крючок, ручка. Вот огромнейшее пространство именно сзади там под всякие документы. Полка просто огромнейшая. И тут еще вот третий ремень безопасности для третьего пассажира. Очень классно. Очень хорошо все сделано. Если я не ошибаюсь, посередине не столько для взрослого человека, сколько для ребенка. Ну, скорее всего. Так, кожаные эти кармашки. Тут в дверной карте что-то нарисовано. Тут нарисована еда и напитки. То есть это еще и подстаканник дополнительный, подбутыльник. То есть тут литрушку можно спокойно... Нет, 0,5 поставить. Литрушку не поставишь здесь. В остальном, в принципе, комфортно. Как мы уже выяснили, багажник большой. Помещаюсь один я с комфортом и еще с некоторыми вещами. Короче, если вы азиат, у вас есть брат-близнец, вы можете как в такси один купить Kia K5 и таксовать нон-стоп напролет. В тарифе комфорт, но правда без багажника. Будете говорить, что у вас газ-баллон стоит. О, навал пошел, навал. О. Я это еще не переключал режим. Это мы на эко. Это мы на эко хасаним, да. Я же говорю, кончено что-то. Ну а хули на спорте дорого хасанить, там расходуешь? Автоспорт это вообще дорого. Кстати, что там по поводу спорт-режима на Спарке? А я не знаю, Что я не спорт, проверял. О, Надо найти Спарк. классная тачка. Грандеур. И у него вот эта консоль, это все такая Кстати, же. ты вроде что-то нам говорил, что они прямые, у них одна база, один кузов. У них все одинаковое с Сонатой. Я тебе так скажу, есть мы и Сонату смотрели, это вообще две одинаковые машины полностью. Ну это те, кто шарит, они прекрасно знают то, что Kia и Hyundai это вообще одна компания, это как Toyota и Lexus. Антимонопольный комитет. Да. Поэтому это две вот до ужаса одинаковые машины. В автосалонах так и сказали, выбираете оболочку. Да, то есть по салону она такая же Соната, да, то есть только здесь интерфейс даже такой же, не похожий, а такой же. Там вот этот все CarPlay, не CarPlay, вот это все одинаковое. Моторы одинаковые, технически у них подвески одинаковые. То есть, подожди, чисто логически ты можешь себе монитор от Сонаты поставить. Да, они одинаковые. Угу. Просто в плане оболочки. Это в плане оболочки. То есть здесь салон другой и кузов другой, а так это две вот абсолютно одинаковые машины. Хорошо, разница в цена. Нету. То есть так же Они можно... стоят одинаково. Просто на свой вкус, кому что больше нравится. Просто Соната, она более для таких уже взрослых людей. Да, она скучная, она вот выглядит немного по-пенсионерски. К5 более агрессивная, то есть это... Не знаю, может я дед, я вам так скажу, но мне Соната больше нравится. То, что ты дед, я еще понял, когда ты на автотесте со мной начал работать. Ну это да. Вот. А так объективно, то есть они стоят одинаково, ездят одинаково, то есть все. Ты в автосалоне даже менеджеры это не скрывают, они говорят, вы выбираете, какая вам оболочка больше нравится по салону, да. И это да. Ну по сути, знаешь, почему сейчас электрички начинают превосходить? Потому что плюс-минус скоро мы к одному и тому же форм-факту придем по внутренности. Ну, да. То есть мы чисто будем выбирать... Все бренды автомобилей перешли на вот такую консоль. Да. Что в Volkswagen она так торчит, что во всех бэхах, ну, что в дорогих, что в дешевых тачках. Скоро мы будем все ездить на электричках, только с разными оболочками. И все. Ну, насколько я понимаю, не знаю, правда это или нет, слышал такое, то что Tesla использует движки BYD. Да, это правда. А у Volkswagen, кстати, свои двигатели. А у Tesla BYD, да. При том, что Tesla стоит раза в 2-3, опять-таки дороже того же BYD, да. В зависимости от модели. Это так и есть абсолютная правда. То есть технически, что ты возьмешь Теслу, что ты возьмешь BYD-шку, у тебя хотел сказать под капотом, но это не так, но будет одно и то же. Под жопой одна и та же батарейка. О, смарт! Электрический!
Но самое главное, вот, видишь, это показывает, они корпусами все приезжают откуда? Собираются они только здесь, криворукими.